Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу все свои покупочки с Алиэкспресс за последнее время, которые у меня случились. Есть тут кое-что интересное, и может быть вам это понравится. В основном я это все покупала для рисования, в частности для рисования мандал. Правда, есть тут кое-что, что купила я именно для ведения ежедневника. Сейчас все подробно расскажу и покажу. Так что приятного просмотра, кому эта тема интересна. Да, я забыла добавить, что я не только покажу обзоры на то, что я купила, но и также обязательно протестирую это все, какого качества мне пришел товар, потому как все равно большинство считает, что на Алиэкспресс можно купить некачественную ерунду, и в основном это некачественная ерунда там продается, поэтому проверим обязательно, так ли это. Сразу покажу, что я купила для ежедневника. Наборы стикеров. Мне очень хочется попробовать как-то добавлять стикеры в ежедневник. Мне кажется, что будет не очень скучно. Здесь два блока вот таких одинаковых стикеров, они такие светлые пастельные оттенки имеют, достаточно комфортно при написании чего-либо, заметки видны очень хорошо. Единственное, что по клейкости я им дам 3 балла из 5, они вроде и клеятся на бумагу, но при этом они долго не держатся на ней. И следующий набор стикеров, я их как увидела, я поняла, что все, сразу куплю. Посмотрите, какие катаны замечательные. И все они имеют разные мордочки, разные эмоции. В общем, они так поднимают настроение, просто прелесть. Согласны? Вот так они выглядят в упаковке. И эти стикеры мне больше понравились по клейкости, чем предыдущие. То есть я им дам где-то 4 балла из 5. Как и в тот раз, я заказала себе кучу линеров. Мне они понравились, почему бы и нет, и цена очень хорошая. То есть получается, что эти линеры на Алиэкспресс стоят дешевле в 2 раза, чем в обычном канцелярском магазине. Даже в том же Леонардо я раньше покупала, и я поняла, что они по сути одно и то же. Они также пишут хорошо, также не размываются водой. Вот сейчас я вставки сделаю видео, где я их проверяю на водопрочность. Действительно, они не размываются водой, просто нужно немножечко подождать. Вот как вы линию нарисовали, немножечко подождите, пока она впитается в бумагу, и тогда... и тогда она будет держаться на ней вечно. Единственное, что я захотела попробовать новый этот линер график, единичка, он очень похож на толстый фломастер. Мне он тоже понравился, в рисовании мандал, мне кажется, тоже будет интересно смотреться. Четверочки я взяла 0,4 линер, я взяла целых 2 штуки, потому что они очень быстро у меня заканчиваются, и... В общем, они у меня в почете. Далее здесь 2 фломастера или 2 маркера. Я так и не поняла вообще, что это такое, но если это маркеры, то точно не спиртовые. Металлический золотой и металлический серебряный. Также вот здесь сейчас я вставку делаю видео, как они пишут. И что мне понравилось, они очень укрывисты. То есть они очень хорошо замазывают даже линию линера того же. Единственное, что они размываются водой. Причем размывается водой золотистый маркер, а вот этот серебряный, совсем-совсем практически незаметно. Но в принципе, я ими все равно буду пользоваться, потому как я рисую мандалы, и у меня вода стоит в отдаленном месте, поэтому все нормально, ничего не размоется. Вот такую быструю мандалу я нарисовала с помощью предыдущих линеров и 2 фломастеров. Хотела в ней совместить и золото, и серебро, мне кажется, очень интересно получилось. Фломастеры мне безумно понравились, я, конечно, ими буду пользоваться, также и линеры мне очень понравились. И следующая посылочка вот такая пухленькая. Вы, наверное, подумаете, что там очень-очень много всего интересного, но на самом деле здесь только один набор вот таких замечательных ручек, и все. Зато продавец очень постарался, упаковал их так, что как будто бы эти ручки сделаны из чистого фарфора. Но на самом деле это только плюс к продавцу, потому как не каждые продавцы на Алиэкспресс так пакуют товар, и Почта России у нас всегда удивляет, и здесь, конечно, лучше пере, чем недо в этом случае. Кстати, к слову о добросовестных продавцах. Всех продавцов, у которых заказывала, я проверяла через приложение AliRadar. Это приложение помогает определить надежность продавцов на Алиэкспресс, их рейтинги, процент недовольных покупателей. Также указываются особенности продавцов, например, быстро ли он отправляет товар и сколько лет он уже на площадке Алиэкспресс. Можно с самого приложения Алиэкспресс проверять товары. Выбираете товар, нажимаете на значок AliRadar, и вас перекинет на приложение, где вы сможете подробно узнать о всех деталях. Также здесь можно наблюдать динамику цен, найти похожие товары и обзоры на них. Кстати, здесь можно следить за ценой, нажав сюда. Вам придет уведомление, если цена изменится. Приложение работает как в Android, так и в системе iOS, на телефоне, планшете или на компьютере. Ссылка на приложение в описании. Итак, ручки. Ручки очень похожи на капиллярные.
Они ярко пишут, ими можно писать на любой бумаге, они не просвечивают на другую сторону, по крайней мере, я попробовала на бумаге где-то, ну, тетрадного формата. Цвета просто обалденные у этих ручек. Сделаны они очень-очень качественно, то есть берешь ручку и прям вот на ощупь очень-очень приятные они. И открываются, закрываются не слишком легко и не слишком туго, в общем, такая золотая серединка. Мне они очень понравились. Очень. Единственный минус, они размываются водой. Вот сейчас я вставляю фрагмент видео, где вы можете видеть этот эксперимент. То есть я кисточкой мокрой по ним провожу, по этим выкраскам, и вы видите, что они размываются. Конечно, если вас это смущает, то да, это минус. Но если вас не смущает размытие водой, вот меня не смущает. Я такими ручками мандалы рисую, и потом я просто берегу их от влаги, и все. То я эти ручки советую. Вот по цене качества это просто отличный вариант. Следующая покупочка мне не очень, честно говоря, понравилась, хотя здесь есть кое-что интересное. Это набор вот таких ручек или фломастеров. Все-таки это больше похоже на капиллярные ручки, по моим ощущениям, но они очень похожи на предыдущий набор ручек. Единственное, что по качеству эти ручки очень-очень уступают предыдущему. Дело в том, что они сделаны очень просто. Во-первых, здесь нет никаких надписей, корпус сделан абсолютно просто. Колпачки открываются абы как, непонятно как, вот здесь он легко открылся, а есть в розовых там цветах колпачок открывается ну так безумно туго, что прям силу нужно приложить. И здесь вот около основания этого колпачка, видите, какие-то заусенцы вообще присутствуют, ну так, не знаю, на отвяжись, наверное, сделано. Я долго размышляла, посмотрев этот набор, зачем же мне два одинаковых желтых цвета. Да, смотрите, колпачки одинаковые абсолютно. А потом я заметила, что здесь колпачки немножечко отличаются. И по выкраске я поняла, что да, они немножечко разные, желтые цвета. В общем, конечно, веселуха. Цвет грифеля не совпадает с цветом колпачка у всех вот этих ручек, к сожалению. Зеленые вообще отличились, там вообще полный трэш. Они вообще не совпадают с цветом колпачка. По выкраске вы можете это видеть, вставляю фрагмент видео. И самое-самое не очень хорошее, это то, что они очень легко размываются водой. Если предыдущие ручки, ну так, немножечко легонечко, то эти, ну прям вот сразу. Конечно, это не такой существенный минус. Я не собираюсь рисовать мандалы и сразу же проходиться мокрой кисточкой по ним, но бывают всякие моменты. Например, я могу какие-то элементы еще добавить акварелью, и это не всегда удобно получается. Ну, конечно, не знаю, заказала бы ли я эти ручки еще, честно, не знаю, затрудняюсь ответить, хотя есть тут цвета, которые действительно интересны. Еще, конечно, минус в том этих ручек, то, что некоторые пишут очень-очень тоненько, очень бледно, и такое ощущение, что вот-вот закончится. Ну, конечно, судить вам, решать вам. В принципе, ручки неплохие. Они стоят своих денег реально, но я не скажу, что прям супер-пупер. Ну и последняя покупочка. Самое интересное оставила напоследок. В общем, очень многие мне пишут такой вопрос. Как рисовать мандалы симметрично, красиво, но без использования циркуля или линейки? Потому что, ну, понятное дело, что в некоторых ситуациях этот циркуль и линейку просто замучаешься таскать. В общем, полазила я по Алиэкспресс и нашла трафареты для мандал. И сейчас я вам покажу, как они выглядят. Оказывается, да, есть такая штука, как трафареты для мандал. Они бывают разных размеров. Здесь я затрудняюсь, по-моему, 8 штук этих трафаретов. То есть по 2 одинаковых получается. 2 вот такого размера. 2 трафарета такого размера, 2 вот такого. И уже немножечко другой рисунок эти трафареты имеют. 2 трафарета уже чуть-чуть побольше размера. Ой, они такие тоненькие. Так, и самые большие трафареты, это вот такие тоже 2 одинаковых штуки. Ну, сразу скажу, что вот этот пластик, он очень качественный, очень. И самое интересное, что я этот пакет получила вот просто так. Тут не было пупырчатой пленки вообще никакой. И я, когда его получила, я сразу, да, я поняла, что тут трафареты. И я просто шокировалась, думаю, ну все, сейчас я открою, и тут вообще полный разнос, трещины, может быть, что-то сломается. Нет. И меня это очень-очень удивило, а теперь вот я трогаю этот пластик, и я понимаю почему. Потому что он достаточно и гибкий, и в то же время он прочный, что немаловажно. Давайте попробуем, потестируем, нарисуем какую-нибудь мандалу по одному из трафаретов.
Ну вот, нарисовала что-то по-быстрому, попробовала я трафареты, скажу, что действительно очень удобно по ним рисовать. То есть, как вы видели, намечаются по трафарету точки, и по точкам уже складываются какие-то элементы в манделе. Без всяких карандашей, без всяких циркулей, линеек. Очень-очень удобно и мобильно, самое главное. Ну вот такое видео получилось. Я очень надеюсь, что вам оно понравилось. Может быть, вы что-то интересное для себя увидели. Я всеми этими покупочками довольна, всем этим буду пользоваться обязательно. Особенно мне очень понравились эти стикеры с катанами и вот эти гелевые ручки. Ну и, конечно, трафареты – довольно необычное явление для рисования мандал. Почему бы и нет, собственно. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь вы найдете вдохновение. Все ссылки обязательно оставляю в описании под видео, так что заглядывайте туда. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!